Сегодня поговорим о терморегуляторах для двухкамерных холодильников с плачущей системой оттаивания. За пример возьмем термостат К-59. Поэтому все, что будем говорить об этом терморегуляторе, будет касаться и других совместимых с ним термостатов. Сейчас попытаемся рассказать как можно проще, казалось бы, на первый взгляд, довольно сложном механизме. Термостат К-59– это распространенный электромеханический терморегулятор, используемый в старых и современных моделях холодильников, в том числе Samsung, Indesit, Stenol, Ariston, Beko, LG и многих других брендов. Дальше мы рассмотрим, на какие типы холодильников устанавливается термостат К-59. Его аналоги, объясним устройство, какие термостаты совместимы с К-59. Рассмотрим принцип работы и признаки неисправности. В первую очередь вы должны понимать, что терморегулятор К-59 устанавливается в двухкамерные холодильники с плавающей системой оттаивания. Также он может использоваться в холодильных камерах. Здесь не надо путать холодильную камеру и морозильную камеру. Если вы поставите этот термостат в однокамерный холодильник или, к примеру, в морозильную камеру, то эти холодильники нормально работать не будут, так как температурный диапазон отключения и включения в терморегуляторе К-59 настроен на работу агрегата при плюсовой температуре. Также надо заметить, что К-59– это условное обозначение. Например, этот терморегулятор может встречаться под названием К-59, П1686, К-59 или 1275 и так далее. Это зависит от производителя и модификации. Также при покупке этой запчасти особое внимание уделите длине капиллярной трубки. Длина трубки может варьироваться от 30 см до 2,5 метров. Теперь пришло время поговорить об устройстве термостата К-59. Это компактный узел с внешним регулировочным колесиком и капиллярной трубкой, исходящей из сильфона. Итак, мы плавно подошли к основным элементам нашего устройства. Опорная пластина. Это чувствительный элемент, изгибающийся при давлении на нее гармошки сильфона. Второе. Контактная группа. Это электромеханические переключающиеся контакты, управляющие питанием компрессора. Именно эта контактная группа взаимодействует с опорной пластиной. Капиллярная трубка. Это тонкая медная трубка, заполненная хладагентом. Чаще всего сейчас на данный момент используется хладагент R134A. В старых моделях использовался R12 или другой какой-то фреоноподобный элемент. Сильфон или чувствительная камера. Гофрированная металлическая мембрана, расширяющаяся или сжимающаяся под давлением паров в капиллярной трубке. Регулировочный винт. Это та самая крутушка, то есть шкала. Позволяет изменять диапазон отключения или выключения двигателя холодильника. Ну и последнее. Два регулировочных винта с пружинами служат для корректировки диапазона включения и отключения мотор-компрессора. То есть это два регулировочных болта внутри самого термостата. Ну и теперь рассмотрим следующий вопрос. Как работает это устройство? На термостате присутствует капиллярная трубка. Эта капиллярная трубка физически должна быть прикреплена к испарителю в холодильной камере. А в современных холодильниках с плавающей системой разморозки капилляр может вставляться в специально отведенную трубку, которая в свою очередь уже прикреплена к плавающему испарителю. При повышении температуры в холодильной камере растет давление пара в капилляре. Сильфон начинает расширяться, нажимая на промежуточную пластину, которая, в свою очередь, давит на металлическую пластину контактной группы. В результате контакты замыкаются, и компрессор включается. По мере охлаждения давление падает, сильфон сжимается, промежуточная пластина возвращается. Контакты размыкаются, и в результате компрессор выключается. Теперь о том, как можно повысить или понизить температуру. На термостате присутствует регулировочное колесо. Оно меняет начальное усилие пружин на промежуточную пластину.
тем самым сдвигая порог отключения или включения, проще говоря. Чем выше цифра на шкале, тем холоднее будет в камере. Ну, здесь важно заметить, что чем выше цифра, тем больше увеличивается работа компрессора. И в то же время увеличивается и время простоя того же компрессора. Если сказать просто, то холодильник начинает дольше работать, ну и дольше отдыхать. С регулировкой термостата надо быть очень аккуратным, так как можно накрутить так, что компрессор просто-напросто не будет отключаться. Следующий вопрос, и, пожалуй, он самый распространенный и самый актуальный, это когда следует заменить термостат К59 и как проверить его неисправность. Давайте разберемся теперь по порядку. Первый случай. Если холодильник не включается, то есть компрессор молчит даже при полностью оттаянном испарителе. Обычно такое происходит в двух случаях. Первый случай. Заклинила контактная группа или другой какой-то механизм. Второй случай. Разгерметизация капиллярной трубки или сильфона. Ну, в обеих случаях можно сделать следующую процедуру. Надо замкнуть между собой два провода. Первый провод, который идет от розетки к термостату. Его можно найти при помощи мультиметра. Обычно он либо коричневый, либо синий. Второй провод, который идет на компрессор. Обычно этот провод черного цвета. Здесь надо быть внимательным. Провода по цветам могут отличаться. В разных холодильниках может быть разный цвет проводов. Если двигатель начнет работать после этой процедуры, то термостат следует заменить. Если вы решились на такую проверку, обязательно несколько раз подумайте, сможете ли вы это сделать, не навредив своему здоровью. Играть с электричеством очень опасно. Второй способ проверки термостата более безопасный. Возьмите в руки мультиметр, поставьте крутушку мультиметра в положение прозвона и просто прозвоните термостат. Все контакты должны быть замкнуты между собой. Ну, конечно, за исключением контакта заземления. Ну и второй случай поломки термостата. Холодильник не выключается, то есть постоянно тарабанит. В данном случае многие делают ошибку, когда сразу начинают менять терморегулятор. В большинстве случаев виноват в этом не термостат, а утечка фрегона или забитая капиллярка в самой системе охлаждения. Как менять капиллярку или как залить фреон в систему холодильника, я рассказывать в этом видео не буду. Итак, так как работа термостата К59 зависит от температуры на стенке плавящего испарителя в холодильной камере, не путать здесь с морозильной камерой, то есть на стенке плавящего испарителя, если нет нужной температуры, термостат никогда в жизни не отключит мотор-компрессор. По той причине, что гармошке сильфона не хватит силы надавить на передающую пластину. В общем, в первую очередь надо посмотреть изморозь на задней стенке холодильной камеры и измерить температуру. Измерить температуру в холодильной камере можно следующим образом. Это будет основной показатель. Отключите холодильник на 5-6 часов, то есть до полного остывания мотор-компрессора, до набора температуры в холодильной и морозильной камеры до комнатной. Потом включите холодильник, положите термометр на среднюю полку в холодильной камере, не открывая двери в холодильной камере, ни в холодильной, ни в морозильной камере, через 2 часа загляните и посмотрите температуру на термометре. Если там нету хотя бы плюс 6, плюс 7 градусов, то термостат в данном случае ни при чем. Это уже говорит об утечке фреона или хладагента, либо о забитой капиллярке в системе охлаждения. Дальше. Если вы увидите капельки воды в каком-то углу плавящего испарителя после того, как вы включили холодильник, это тоже уже говорит о том, что не хватает фреона для набора температуры в холодильной камере.
Ну и третья поломка, третья неисправность, которая говорит о поломке этого терморегулятора. Нестабильная работа. То есть включение и выключение происходит с очень короткими циклами. Ну, к примеру, 5-6 минут работает и 5-6 минут отдыхает. В этом случае также желательно заменить терморегулятор и посмотреть на работу холодильника. Если изменений не происходит, вызывайте мастера. Причина может быть в другом. Теперь давайте поговорим о подключении проводов к термостату. Подключение термостата К59 к холодильнику задача, требующая точности и соблюдения правил техники безопасности. Человек, который это делает впервые, должен хоть немножко разбираться в электромеханике, иначе это может привести к плачевным последствиям, вплоть до пожара или поломки мотор-компрессора. Важно понимать, что терморегулятор К59 имеет много аналогов. Среди них такие термостаты, как ТАМ-133, Денфа, Сатея и так далее. Все эти детали имеют одинаковое подключение и принцип работы. То есть их задача включить и отключить компрессор. Терморегулятор К59 обычно имеет 3 выхода, не считая заземления. Если вы не холодильщик и вы не знаете, как это делается, вам придется научиться пользоваться мультиметром. В первую очередь вы должны определить провод, который идет от розетки и подходит к контакту номер 6. Второй провод, который вам придется найти, это провод от мотор-компрессора, и устанавливается он на контакт номер 4. Третий провод – это провод, который идет либо на сигнальную лампочку вверх холодильника, либо на лампочку внутри холодильной камеры. Он устанавливается на контакт номер 3. Если вы все подключите правильно, холодильник должен заработать. Важно понимать, что для того, чтобы термостат в дальнейшем отключил мотор-компрессор, должно пройти немало времени, обычно от 2 до 5 часов. После замены термостата, то есть перед запуском холодильника, продукты из морозильной и холодильной камеры надо обязательно убрать. Это позволит холодильнику быстрее набрать нужную температуру, чтобы термостат смог как можно быстрее отключить мотор-компрессор. После того, как мотор-компрессор начнет отключаться и включаться, можно постепенно будет загружать продукты в холодильник. И еще обращаю ваше внимание, что если холодильник простоял в нерабочем состоянии большой промежуток времени, к примеру, 6-7 часов, то есть в холодильнике уже присутствует близкая к комнатной температуре температура, то в этом случае нельзя запускать холодильник, полностью наполненный продуктами. Продукты надо обязательно убрать. Это табу. Это черным по белому написано в инструкции для холодильника. Это надо для того убрать продукты, чтобы холодильник как можно быстрее отключился. На этом, пожалуй, вроде бы все. Спасибо всем за просмотры. Всем пока. До новых встреч.